девочка родилась очень слабенькой, врачи сразу предупредили маму, что ребенок, скорее всего, не выживет. Один дед настойчиво уверял всех, что Оленька выкарабкается. Он верил, тем самым вселяя надежду и во всех домочадцев. Качая внучку на руках, он говорил, что этот ребенок не сдастся и победит вопреки всему. Надо ей только совсем немножечко помочь. Так и произошло, а через год с небольшим дедушки не стало. «Теперь придется вам самим справляться», — спокойно наказывал он сыну, уходя навсегда. «Устал я. Вы Оленьку-то по врачам особо не таскайте. Толку-то от них». Леонид похоронил отца на деревенском кладбище у родной деревни его семьи. Там остался хороший дом, который заколотили до лучших времен, и большой участок возле леса. Жена Люба предлагала продать землю, но Леонид не соглашался. «Еще Оленьке понадобится», — уверенно говорил он, почему-то все время вспоминая слова отца и веря в них, как в молитву. Родители очень старались, как могли берегли дочь, но девочка все равно много болела. Люба лежала с дочкой в больнице месяцами, потом лечила ребенка дома, стараясь не выпускать ее на улицу. «Я больше не могу. Понимаешь, эти больницы меня уже совсем доконали», — жаловалась она мужу. «Она так орет, когда ей уколы делают. Мне ее так жалко, а сделать ничего нельзя». Люба действительно устала. Недавно она почитала, что примерно половину Олиной жизни они провели в палатах разных больниц. Даже ежегодные поездки на море помогали только на пару месяцев, а потом опять все по кругу. Как-то раз они попали на консультацию к одному очень старенькому профессору. И тот, как ни странно было для Любы, посоветовал побольше гулять с ребенком. А лучше всего жить на даче или в деревне, потому что у девочки очень слабый иммунитет, а его надо тренировать и закалять. «Все, хватит?» Леонид сел напротив жены, рассеянно перекладывающей салфетки на столе. «Я взял отпуск. Поедем с Олей в нашу деревню. Здесь все равно толку нет сидеть», — правильно говорил отец. «И ты тоже бери отпуск, хотя бы за свой счет. Там у соседей можно купить свежих овощей, фруктов, молока из-под коровы и домашних яиц. Да что там купить? Там такой народ, что с радостью по-соседски от доброго сердца и так отдаст, и спасибо скажет, что взяли. Нет, Леня, я пока не могу уйти с работы. Там срочный и очень важный договор оформляется. Но как только все будет готово, я сама к вам приеду. Ты только оставь мне машину». Через несколько дней отец с дочерью наконец-то добрались до дома дедушки. Он стоял опустевший уже 5 лет с тех самых пор, как его не стало. Но домик, хоть и простоял без хозяев столько времени, оказался довольно крепким. Аромат сирени в саду пенил, напоминал о былых надеждах на счастье. С резными наличниками и красивым крыльцом он был одним из украшений этой богом забытой деревни. Приведя его в порядок, Леонид с дочкой стали жить обычной деревенской жизнью. По утрам, сделав зарядку и позавтракав, отец с дочерью шли изучать ближайший к деревне лес. Собирали ягоды и травы, да и просто так гуляли на свежем воздухе, вдыхая ароматы природы. В один из таких дней в лесу они наткнулись на маленькое беспомощное существо, то ли подросшего щенка, то ли волчонка. Трудно было разобрать. Животное было все испачкано в мазуте и запуталось в мотках и обрывках проволоки и веревок. Оно барахталось в какой-то грязной яме. Кто-то из нерадивых людей, кому недорог родной край и природа, наглым образом устроил в лесу это безобразие. Как животное угодило в эту ловушку, они не понимали. Видимо, мал еще был щенок, и природный инстинкт его не защитил. Надо было спасать животное во что бы то ни стало, иначе оно погибнет. Но малыш не собирался сдаваться, он скалил свои острые зубки и смело рычал, как бы давая понять людям: «Не приближайтесь, а то укушу». Оля бегала вокруг ямы и причитала: «Папа, папочка, ну что же ты стоишь? Помоги ему, он же умирает». Леонид же решил немного подождать, чтобы малыш успокоился. Через некоторое время щенок уже совсем потерял силы и возможность сопротивляться. Лапы его были крепко опутаны проволокой. Леонид сделал еще несколько шагов в сторону щенка.
Малыш лежал в яме неподвижно и только вдыхал носом воздух и прислушивался ко всему происходящему вокруг. Расстояние между Леонидом и животным сократилось до вытянутой руки. Мужчина протянул руку и дотронулся до бедного щенка. Ему на мгновение показалось, что тот в ответ потерся о его ладонь. Оля застыла в ожидании чуда. Ей очень хотелось, чтобы ее большой и сильный папа обязательно помог этому маленькому и беспомощному существу. Путем неимоверных усилий Леониду удалось извлечь животное из масляной западни. Завернув его в свою куртку, отец с девочкой понесли малыша домой. Несколько дней они потратили на очистку всех тех мест на теле песика, которые были покрыты слоем мазута. Кровавые следы от впившихся в кожу кусков проволоки надо было обрабатывать и лечить. Начались долгие дни реабилитации. Шаг за шагом, сантиметр за сантиметром обрабатывал Леня шкуру щенка. Очищал его, мыл и снова очищал. Оля во всем помогала отцу, грела воду, подавала бинты и мази. Отец все время учил дочь, что они в ответе за тех, кого приручили, кому подарили надежду на жизнь. И читал ей на ночь маленького принца Экзюпери. Так прошел отпуск, но этого времени они с дочерью даже не заметили. Когда приехала Люба, то по дому весело бегали друг за другом два счастливых существа, девочка и собака. И только в этот момент оба супруга осознали, что за этот месяц Оля ни разу не жаловалась на свое самочувствие. Она была как обычный нормальный ребенок, здоровая и веселая. Люба не поверила собственным глазам. Родители решили, что результат надо закрепить и провести в деревне хотя бы остаток лета. Хорошо, что обоим удалось на работе договориться обо всем. А тем временем рос и сам песик. Теперь Оля уже не представляла свою жизнь без этого маленького смешного комочка. «Папа, мы же заберем нашего хвостика с собой в город, когда закончится наш отпуск», постоянно переспрашивала родителей девочка. «Конечно, ты же теперь в ответе за того, кого приручила. Так что готовься гулять с ним 2 раза в день. Это будет твоя обязанность», — серьезно отвечал дочери отец. С тех самых пор, как они всей семьей вернулись из деревни домой, Люба с Олей больше ни разу не лежали в больнице. В заботе о других мы часто забываем о себе. Вот так, бескорыстно помогая беспомощным существам, мы приобретаем качества, необходимые для преодоления сложных и запутанных проблем в своей собственной жизни, и учим детей добру и состраданию. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!